Всем привет! Сегодня у нас будет второй раунд битвы светодиодов против ксенона. И уже будет еще немножко понятнее, что как светит. Поэтому меньше слов, больше дела. Сегодня у нас будет битва Auzum A9+, который я потом затестирую уже полноценно на улице. Сегодня у нас гаражный тест, экспресс, можно сказать. Сейчас у нас стоит биксеноновая линза AMS F1 Hella 3R с лампой Infolight плюс 50 пятерка и 50-ваттный блок новый Infolight Pro. А также у нас линза Ford Fusion. Это та тестовая линза, на которой я тестировал множество LED лампочек. Ну, на этот раз она просто как индикатор уровня, скажем так, по сравнению с нормальными биледами. То есть, если вставить LED-лампу мощную в хорошую линзу, скажем так, то что мы получим на выходе? Вот. И ксенон уже разжегся. Вот мой пульт. Значит, смотрим. Вот ксенон, подогнутая лампа, сразу говорю, потому что на неподогнутой лампе ближний свет получился 5000 люксов. В целом картина неплохая, то есть все как и обычно. Это топовая линза, очень хорошая ширина, то есть доходит до самых краев, скажем так, и до низа светит. Здесь то же самое, да, присутствует небольшая пятнистость, скажем так, но в целом линза очень и очень хорошая. То есть если в машине стоит, допустим, какой-то D3S ксенон, чтобы не морочить себе голову там с обманками, еще с чем-то, просто меняем линзу, ставим хорошие лампы, подгибаем колбу и погнали дальше с нормальным хорошим светом. То есть равномерный, его вполне будет достаточно. Так, теперь включаю LED лампочку. Вот я ее включил. Это 50-ваттная мощная лампа. Топовая, премиум, скажем так. И теперь я беру такую картоночку и закрываю по очереди каждую из линз. То есть я их выставил как мог. Это значит, это у нас ксенон. Это у нас LED лампа. Лампа стоит проводом вверх, потому что проводом вниз она туда не становится никак. В целом диоды светят в бок, соответственно, более-менее правильно. То есть если удастся поставить в какую-то линзу не из-под Ford Fusion эту лампу вниз проводом, то значит все будет окей. Возможно, пятно будет еще немножко меньше, черное. Как видим, на штатной линзе с микрошагренью вполне себе равномерный свет. Ну, как бы пятна есть, но достаточно широко. То есть, ну, он очень рано обрезается по низу. То есть, если выбирать между установкой LED ламп или поставить ксеноновую линзу, то ксенон как бы без вариантов гораздо лучше. Даже не на оригинальных лампах. То есть, вот море света. То есть, здесь все, я думаю, понятно. Теперь выключаю LED лампу. Включаю Auzum A9+. Вот эта линза. Вот эта коробочка. Сейчас покажу саму линзу. Так, линза A9+. Достаточно компактная. Она немножко длиннее, буквально на там 5 миллиметров, чем та же вот Infolight A2, которая вот у меня в руках. Тоже мы ее сейчас затестируем. То есть, видите, немного она чуть-чуть длиннее. Ну, буквально там, я не знаю, на несколько миллиметров. Ну, то я так держу ее не очень. То есть, она практически один в один. То есть, и по ширине. Ну, отражатель тут побольше.
Отражатель тут побольше на А9+. Охлаждение, в принципе, размеры задних вот этих коробочек такие же. Снизу видно отражатель второго чипа. Ну, сейчас мы проверим. Infolight A2, она же Sunvi там Pro. Так вот, включена эта линза. И смотрим, как она светит. Сейчас я уменьшу экспозицию. Вот так я ее зафиксировал. Сейчас у нас светят две линзы. Сейчас у нас светит ксенон. Теперь у нас светит билет. Ксенон. Билет. Ну, я проверял люксметром. Там около 200 люксов по обочине. То есть это ксенон. Это билет. То есть билет явно больше света дает. Тут без вариантов. Даже вот 50-ваттный ксенон. Вот он. Так, теперь посмотрим, как светит у нас дальний свет. Я не могу его зафиксировать. Значит, это у нас билет. При этом сейчас он работает вместе с ксеноном. Шторка линзы Aozuma 7 сейчас. А теперь у нас ксенон. Немножко центровка там сбитая. Но вот смотрите, насколько дальний свет плотнее. Ну, я не побоюсь этого слова сказать, даже ярче. Он желтый, реально. Возможно, это просто из-за того, что лампа пятерка, но на 50-ваттном блоке она светит желтее. То есть, если поставить шестерку, там, допустим, то оно не будет таким желтым. То есть, видно, насколько дальний свет у нас, вот биледовский свет, а вот ксенон. То есть, у ксенона дальний свет поинтереснее, тут без вариантов. Видите, насколько плотнее. Есть моменты, на которых еще биледу надо поработать. Поэтому я не могу сказать, что билет сейчас уже полностью выиграл. Все, забудьте про ксенон. То есть есть определенные случаи, когда ксенон лучше поставить. Спросите вы, какие случаи, да? Ну вот я же назвал. Если там, допустим, у вас D3S там, с каким-то адаптивом, или там D1S с адаптивом, куда сложно впихнуть, а потом еще обманывать это все дело, там какие-то обманки запихивать, то проще поставить просто ксенон. Итак, подключила линзу Infolight A2, она же Sunvi Pro, и ксенончик. Это у нас Infolight A2, это у нас ксенон. Infolight A2, это у нас ксенон. То есть, как видите, у ксенона горячее пятно ярче, около 9000 люксов. Здесь у нас вот так это выглядит, то есть пошире, то есть ближе к земле, больше света. То есть, ну, я всем рекомендую эту линзу для тех, кто ездит по городу чаще, чем по трассе. То есть Infolight A2 Sunvi Pro для тех, кто больше по городу. Так, смотрим по краям. То есть, как видите, ближе к земле, ближе к обочине. То есть, даже если у вас нет противотуманных фар, то линза Infolight A2, она гораздо больше даст света, нежели ксенон. То есть вам даже противотуманки не понадобятся. Так, ну с этим понятно, я думаю. То есть по краям особо выигрыша нету. То есть вот у нас Infolight A2, вот у нас ксенон. То есть ксенон, да, он там под верхом немножко дает преимущество, а ближе к земле по обочине света особо нет. Ну давайте посмотрим сейчас вот две линзы.
Значит, дальний свет у нас, это у нас Infolight A2. Так, теперь у нас Xenon. Infolight A2. И Xenon. Ну, сложно сказать, что здесь ярче. По мне так примерно одинаково. Просто у Xenon побольше вот это вот столб, скажем так. Вот он до красной черточки доходит. Ну, здесь чуть-чуть оно не доходит. То все-таки дальний свет на Xenon он поинтереснее. Он засветит больше знаков, деревьев. То есть он немножко в сторону лучше светит. То есть основное все-таки это ближний свет. Так, ну давайте я выключу уже Xenon. И посмотрим, значит, A9+. Сейчас у нас Infolight A2. A9+. Infolight A2. A9+. Экспозиция зафиксирована. Видно, что на A9+, вот сейчас, на A9+ света побольше. Ну, она ярче, да, эта линза и по люксметру ярче. Дальний свет у нас, это у нас A9+. Как-то я ожидал от A9+ дальний свет поинтереснее. Вот теперь A7. То есть видите, поярче пятно. Оно кругленькое. То есть что-то дальний свет на A9+ меня не очень впечатляет. Но он побольше. То есть пошире, скажем, ближе к линии горизонта, световое пятно гораздо шире. Здесь только кругляшок поднимается, можно сказать, яркий. Ждем третий раунд. Ночь, дорога, дождь. Я просто похлопаю.